I see genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре рассмотрим впечатляющие гибридные наушники от компании AudioSense. Я могу сказать, что на самом деле данная компания очень известна и уважаема среди аудиосообщества. И думаю, для вас она тоже не будет открытием. Сегодня рассмотрим модель наушников AudioSense AQ4. Упакованы наушники в тактильно приятную коробку с необычным покрытием. Средних размеров, она окрашена в черный цвет. Ну а на лицевой части здесь изображены сами наушники с названием модели. И ее прекрасная установка, отвечающая за звук. Сзади, как всегда, указаны технические характеристики наушников. За звук здесь отвечает 10-мм динамический драйвер. Любители хорошего и качественного баса будут точно довольны. Ну а за средние и высокие частоты здесь отвечают 3 арматурных драйвера. Чувствительность наушников составляет 101 дБ, но импеданс 10 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. Первое, что нас встречает, это сами наушники. Вот такой вот коричневый кожаный чехол на молнии, в котором находился вот такой медный кабель с фиксатором для затяжки, конечно же. Он имеет 3,5 коннектор. Штекерные разъемы MMC-X, которые изготовлены из пластика, они имеют индикаторы с цветовой маркировкой. Красный это правый канал, ну а синий, соответственно, левый. Также тут имеется щеточка для чистки наушников. 3 пакетика с различными амбушюрами, среди которых есть, несомненно, пенные, такие обычные силиконовые и более мягкие насадки, похожие на Sony. Давайте я их достану, чтобы вам показать. Вот так они выглядят, думаю, все знакомы с ними. Ну а под чехлом здесь находилась инструкция по эксплуатации, по использованию наушников, как их правильно одевать. Ну, думаю, с этим вы все знакомы. Ну а что касаемо наушников, то их корпус изготовлен из смолы, напечатанной на 3D принтере. Они имеют гладкую, такую приятную тактильную поверхность, а лицевые панели имеют дизайн, похожий на углеродное волокно, только серебристого цвета. Сбоку на лицевой панели также имеется небольшой золотистый логотип компании AudioSense. У наушников установлен не самый часто встречающийся разъем MMC-X, а рядом с ним находится одно акустическое отверстие. Ну а здесь под металлическим сетчатым фильтром вы можете заметить 3 отверстия, указывающие на то, что есть трубки, соединяющиеся с динамическим драйвером и арматурой. На мой взгляд, смотрятся наушники действительно хорошо, но для меня самое главное в наушниках, друзья, это их посадка. Сидят данные наушники просто превосходно, буквально возникает ощущение, что я заказал кастомы, которые сделали для меня. У них очень глубокая посадка и отличная звукоизоляция от внешних шумов. Ну а теперь, друзья, мы подошли к самому интересному, а именно к звучанию этих наушников. У компании AudioSense действительно получилось сделать нечасто встречающуюся на моем пути и необычную подачу. Но я определенно должен вам рассказать о ней подробнее. Использовал и слушал я эти наушники в связке с ЦАПом Juno DTS 500 и моим вторым ЦАПом Sonata ES44. Обзор на него, кстати, скоро выйдет. Стоит сразу сказать, что наушники, конечно, ошеломляют с первого прослушивания. Здесь стоит отличная арматура и динамический драйвер. Наушники обеспечивают на первый взгляд такой плавный и сбалансированный звук, а с другой стороны они имеют теплый нейтралитет и V-образную раскачку за счет своих низких частот. Ну и как всегда начинаю подробный разбор с их низких частот. Бас у AQ4 действительно самый заметный в общем спектре частотного диапазона. Он действительно возвышен в саб-басовой области, но это сделано со вкусом и на очень хорошем уровне. Саб-бас работает очень хорошо в том, как он расширяется и имеет
очень хорошую глубину охвата. Также стоит сказать, что очень классно звучит здесь бас, находящийся в стерео. Жирные синтезаторные басы и драм-машины здесь действительно представлены очень детально, можно точно, буквально определить каждый отдельный тембр. Но когда дело доходит до мид-баса, я действительно обращаю внимание на его мягкое утончение и затухание. Здесь нету излишнего грохота, что очень хорошо сказывается на общем звучании этого диапазона и сохранении его прекрасного баланса. Несмотря на этот акцент на низких частотах, они по-прежнему звучат очень чисто, поскольку в них практически нет явных басовых утечек в средний диапазон, который мог бы повлиять на общее представление звучания наушников. Лично я очень внимательно отношусь к этому диапазону в наушниках, так как я действительно хочу, чтобы мои средние частоты были очень чистыми и отделенными от других частотных диапазонов. И оставались, конечно же, свободными от ударов баса, который AQ4 обеспечивает должным образом, и все это здесь хорошо контролируется таким образом. Ну а что касаемо средних частот, то они являются еще одной сильной стороной AudioSense AQ4. Качество средних частот здесь такое нейтральное, возможно, немного линейное и с небольшим количеством тепла. Этот диапазон остается почти нетронутым и хорошо детализированным. Это звучит действительно очень убедительно. Также, конечно, мне стоит сказать, что очень хорошо в этом диапазоне звучит вокал и все инструменты, входящие в этот диапазон. Мужской вокал обладает большей силой и мощью, он звучит очень естественно, производит сильное впечатление в большинстве случаев. А женский вокал не менее преподнесен столь же грандиозно, поскольку звучит он энергично, более открыто, живо и ярко, но при этом остается по-прежнему приятным и сладким на слух для меня. Ударные здесь звучат очень органично, имеется динамичное звучание и такой акцентированный воздушный звук, который очень точен для меня. Также, конечно, стоит рассказать про струны, акустические гитары и скрипки. Все они имеют очень четкий и живой звук, обладая отличной деликатностью, что очень важно. Но фортепиано звучит в этих наушниках более насыщенно, и стоит сказать, что очень чувственно резонирует при каждом нажатии на клавишу фортепианной ноты. Ну а теперь поговорим о высоких частотах в этих наушниках. Благодаря их более нейтральному подходу к настройке высоких частот, они, конечно же, имеют чистую и более гладкую подачу, с удовлетворительным блеском и воздушным расширением от среднего до выше среднего диапазона. Но также стоит сказать, что высокие частоты не звучат глухо и мрачно, а следовательно верхние и средние пики здесь кажутся более контролируемыми. Верхние и средние частоты здесь несомненно сделаны со вкусом и с правильной настройкой, так как здесь нет излишнего акцента на шипящих и излишней резкости, и при этом они не кажутся задавленными и не создают ощущения, что вы что-то упустили в этом диапазоне. Также стоит сказать, что даже в некоторых треках, которые я слушал, с не самым лучшим мастерингом, и я знал, что они точно могут иметь сибилянты, то в этих наушниках им удалось взять их под контроль, минимизировав эти резонансы. Ну а что касается разрешения в этих наушниках, то здесь имеется очень грамотный поиск деталей, который фиксирует количество информации в каждой детали. Это то, что действительно очень заметно с первого прослушивания. Звуковая сцена и визуализация в наушниках AudioSense AQ4 действительно очень широкая. Имеется прекрасная стереопанорама, ее проработка. Размеры звуковой сцены правильно пропорциональны, поскольку она имеет ширину выше среднего восприятия звукового поля. У нее имеется хорошая общая глубина погружения и прекрасная прорисовка каждого отдельного инструмента. Вы буквально можете разложить все по полочкам в этих наушниках. Вывод по данной модели наушников. На самом деле AQ4 для меня получились очень универсальными в звучании, с быстрой и хорошей атакой, с теплым весомым басом и заметным расширением этого диапазона. Имеется аккуратный переход на средние частоты и приятные детальные высокие частоты, которые не создают нежелательный резонанс.
Это тот тип наушников, который удивит вас и будет радовать в долгосрочной перспективе. Поскольку вы открываете многие вещи для себя в музыке, которые могли не слышать раньше, но их подача действительно заслуживает внимания. Если вы по-прежнему ищете богатое, гладкое, сочное и басовое звучание с красивым вокалом и естественным тембром, но при этом с хорошим разрешением и четкостью в звуковых слоях, или если вы боитесь искусственного звучания, которые могли находить в своих других арматурных наушниках, то вам определенно стоит пересмотреть свое мнение и попробовать AudioSense AQ4. Настоятельно рекомендую, друзья. Ссылка на покупку наушников, как всегда, находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.